глобализации. Тема неоднозначная, сложная. Прежде чем перейти к изучению, думаю, стоит отметить сразу, что глобализация – это процесс взаимодействия и интеграции между людьми, компаниями и правительствами по всему миру. Также можно сказать, что глобализация – это явление, при котором социальные или экономические отношения расширяются в глобальном масштабе и выходят за пределы традиционных национальных или региональных границ, вызывая различные изменения. Глобализация ускорилась с XVIII века благодаря развитию транспортных и коммуникационных технологий. Увеличение глобальных взаимодействий вызвало рост международной торговли и обмен идеями, верованиями и культурой. Глобализация – это в первую очередь экономический процесс взаимодействия и интеграции, который связан с социальными и культурными аспектами. Однако споры, конфликты и дипломатия также являются важной частью истории глобализации, частью современной глобализации. Хотя многие ученые относят истоки глобализации к современности, другие прослеживают ее историю задолго до эпохи великих географических открытий, а некоторые даже до третьего тысячелетия до нашей эры. Термин «глобализация» впервые появился в начале XX века, а приобрел свое нынешнее значение во второй половине XX века. Масштабная глобализация началась в 1820-х годах. В конце XIX века и начале XX века способствовала быстрому расширению взаимосвязи между экономиками и культурами мира. Когда наполеоновские войны привели к образованию национальных государств, а промышленная революция к росту капитализма, который в свою очередь привел к глобализации современного мира, в частности в конце XIX и начале XX века, когда империализм достиг своего расцвета, мировая экономика демонстрировала высокую степень интеграции, которая продолжалась вплоть до начала Первой мировой войны в 1914 году. Уровень торговой интеграции в то время был очень высок. Окончание Второй мировой войны ознаменовало начало современной глобализации. В 1970-х годах термин «глобализация» вошел в обиход. Развитие информационно-коммуникационных технологий сыграло важную роль в углублении глобализации. В конце 1980-х годов началась компьютеризация, использовались спутники связи, а в конце 1990-х годов развитие интернета сделало возможным быстрый обмен информацией. Развитие интернета в конце 1990-х годов позволило быстро обмениваться информацией, значительно снизило стоимость передачи информации между удаленными районами. Как пишет Харада Ясуши, в 1991 году распад Советского Союза привел к распространению прогресса глобализации. В 2000 году Международный валютный фонд определил 4 основных аспекта глобализации – торговля и сделки, движение капитала и инвестиций, миграция и перемещение людей, а также распространение знаний. Глобализационные процессы затрагивают и влияют на бизнес и организацию труда, экономику, социокультурные ресурсы и природную среду. В научной литературе обычно принято разделять глобализацию на 3 основные области – экономическая глобализация, культурная глобализация и политическая глобализация. Как указывается в одной японской статье, на сегодняшний день COVID-19 привел к различным ограничениям в различных странах мира. Он показал определенной степени разрушения глобализации. В общем, COVID-19 показал проблемы безграничной, неограниченной глобализации, которую осознал весь человеческий род. И немного повторюсь, с точки зрения истории, истоки глобализации являются предметом постоянных дискуссий. Хотя многие ученые относят истоки глобализации к современной эпохе, примерно XIX век, другие рассматривают ее как явление с долгой историей, насчитывающей тысячи лет. Есть концепция, известная как архаическая глобализация. А период в истории глобализации, примерно охватывающий промежуток между 1600 и 1800 годами, в свою очередь известен как протоглобализация. Архаическая глобализация – это период в истории глобализации, и обычно он относится к глобализирующимся событиям со времен самых ранних цивилизаций до примерно 1600 года. С 1600 года следующий уже период известен как протоглобализация. Архаическая глобализация описывает отношения между сообществами и государствами и то, как они были образованы путем распространения идей и социальных норм как на местном, так и на региональном уровнях.
Государства начали взаимодействовать и торговать с другими государствами, находящимися в непосредственной близости. Торговля была способом для того, чтобы приобретать желанные товары, которые считались роскошью. Торговля приводила к распространению таких идей, как религия, экономические структуры и политические идеалы. Торговцы стали подключаться и узнавать о других таким образом, который раньше не был очевиден. Архаическая глобализация сопоставима с современной глобализацией, только она была в гораздо меньших масштабах. Города, занимавшиеся торговлей, были связаны между собой морскими путями, сухопутными торговыми путями. Торговля была разделена в соответствии с географическим положением. В течение этого периода времени подсистемы были самодостаточными, в то время как торговля на большие расстояния сопровождалась многими испытаниями и невзгодами. Все же так много всего происходило в этот ранний период времени. Объединение торговли воедино включало 8 взаимосвязанных подсистем, которые были сгруппированы в 3 больших контура, охватывающих западноевропейский, ближневосточный и дальневосточный контуры. Взаимодействие во время торговли было способом ранней цивилизации общаться и распространять многие идеи, которые привели к возникновению современной глобализации и позволили придать новый аспект современному обществу. Серьезным сторонником глубокого исторического происхождения глобализации был немецкий экономист, социолог и политолог, один из основоположников мирсистемного анализа и теории зависимого развития Андре Гундер Франк. Франк утверждал, что форма глобализации существует с момента возникновения торговых связей между Шумером и инской или харабской цивилизацией в третьем тысячелетии до нашей эры. Критики этой идеи утверждают, что она основывается на чрезмерно широком определении, понимании глобализации. Американский журналист, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии, член Американского философского общества Томас Фридман делит историю глобализации на 3 периода. Глобализация 1.0 длилась с 1492 по 1800 год, глобализация 2.0 с 1800 по 2000 год и глобализация 3.0 с 2000 по настоящее время. Он утверждает, что глобализация 1.0 включает в себя глобализацию стран, глобализация 2.0 включает в себя глобализацию компаний, а глобализация 3.0 включает в себя глобализацию отдельных лиц, отдельных людей. В доисторический период можно было найти корни современной глобализации. Территориальная экспансия наших предков была важнейшим компонентом установления глобализации. Развитие сельского хозяйства способствовало глобализации, однако глобализация не смогла ускориться из-за отсутствия взаимодействия на расстоянии и из-за отсутствия технологий. Современный процесс глобализации, вероятно, произошел примерно в середине XIX века, когда увеличилась мобильность капитала и возросла рабочая сила. Ранняя форма глобализированной экономики и культуры, известная как архаическая глобализация, существовала в период эллинизма, когда коммерческие городские центры были сосредоточены вокруг оси греческой культуры в широком диапазоне, простиравшемся от Индии до Испании, с такими городами, как Александрия, Афины и Антиохия. Торговля была широко распространена, и впервые возникла идея космополитической культуры. Другие увидели раннюю форму глобализации в торговых связях между Римской империей, Парфянским царством и империей Хань. Растущее развитие торговых связей между этими державами вызвало развитие шелкового пути. Исламский золотой век также был важным ранним этапом глобализации, когда еврейские и мусульманские торговцы и исследователи создали устойчивую экономику по всему Старому Свету, что привело к глобализации сельскохозяйственных культур, торговли, знаний и технологий. В этот период в мусульманском мире стали широко культивироваться такие всемирно значимые культуры, как сахар и хлопок, в то время как необходимость изучения арабского языка и совершения хаджа создали космополитическую культуру. Хадж – паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей в определенное время. Хадж является 5-м столпом ислама после шахады, молитвы намаз, милостыни закят и поста ураза ас-саум. Появление Монгольской империи, хотя и дестабилизировало торговые центры Ближнего Востока и Китая, однако значительно облегчило путешествие по шелковому
пути. Соответственно, это позволило путешественникам и миссионерам, таким как Марко Поло, успешно использовать путешествовать из одного конца Евразии в другой. Монгольский мир XIII века имел несколько других заметных глобализирующих последствий. Он стал свидетелем создания первой международной почтовой службы, а также быстрой передачи эпидемических заболеваний, таких как бубонная чума. Протоглобализация или ранняя современная глобализация – это период в истории глобализации между примерно 1600 и 1800 годами. Впервые период был введен историками Энтони Джеральдом Хопкинсом и Кристофером Бейли. Термин описывает расширение торговых связей и культурного обмена. Протоглобализация отличается от современной глобализации экспансионизмом, методом управления глобальной торговлей и уровнем обмена информацией. Период протоглобализации отмечен такими вещами, как возрастание роли Остинской компании, переход к гегемонии в Западную Европу, рост крупномасштабных конфликтов между могущественными нациями, сильными государствами. Например, к таким конфликтам относится 30-летняя война, и рост новых товаров, и также рост работорговли. Переход от протоглобализации к современной глобализации знаменовался более сложной глобальной сетью, основанной как на капиталистическом, так и на технологическом обмене. Однако это привело к значительному коллапсу культурного обмена. Протоглобализация характеризовалась расцветом морских европейских империй, сначала португальской и испанской империи, а затем голландской и британской империи. В XVII веке глобализация стала также явлением частного бизнеса, когда были созданы такие компании, как Британская Остинская компания, основана в 1600 году, которую часто называют первой многонациональной корпорацией, а также Голландская Остинская компания, основана в 1602 году. Эпоха великих географических открытий привела к значительным изменениям в истории глобализации, став первым периодом, когда Евразия и Африка вступили в существенный культурный, материальный и не только обмен с Новым Светом. Это началось в конце XV века, когда Португалия и Кастилия одобрили осуществление первых исследовательских экспедиций в Америку, которая была открыта в 1492 году Христофором Колумбом. Известно, что около 1000 года викинги во главе с Лейфом Эриксоном побывали в Америке. Ланс-о-Медоуз или Лонсе-Медюс есть остатки поселения викингов на континенте. Незадолго до начала XVI века португальцы начали создавать торговые посты, фактории. Фактория – торговый пост, торговое поселение, образованное иностранными купцами на территории другого государства или колонии. Факториями назывались подобные же образования в отдаленных районах своей страны. Это же название носят торговые конторы, образованные в отдаленных регионах с той же целью. Из Африки в Азию и Бразилию, чтобы заниматься торговлей местными товарами, такими как рабы, золото, специи и древесина, создавая международный бизнес-центр под королевской монополией Дом Индии. Глобальная интеграция продолжилась с европейской колонизацией Северной и Южной Америки. Европейская колонизация Северной и Южной Америки – это колонизация Северной и Южной Америки европейскими государствами, начавшейся с открытия Америки Колумбом в 1492 году. Главными европейскими метрополиями, участвующими в колонизации Америки, были Испанская империя, Португалия, Британская империя и Франция. В колонизации также участвовали и другие метрополии, которые, однако, быстро потеряли свои колониальные владения. Примерами таких метрополий являются Швеция и Нидерланды, положившие начало Колумбову обмену. Колумбов обмен, также известный как Колумбов взаимный обмен, названный в честь Христофора Колумба, был широко распространенным перемещением большого количества растений, животных, культур, человеческих популяций, технологий, болезней и идей между Америкой, Западной Африкой и Старым Светом в XV-XVI веках. Этот термин впервые был использован в 1972 году американским историком Альфредом Кросби в его книге по истории окружающей среды.
В общем, огромный, широко распространенный обмен растениями, животными, продуктами питания, человеческим населением, включая рабов, инфекционными заболеваниями, культурой между восточным и западным полушариями был, по сути, одним из самых значительных глобальных событий, связанных с экологией, сельским хозяйством и культурой в истории в целом. Новые контакты между мировым населением привели к распространению большого разнообразия сельскохозяйственных культур и домашнего скота, что способствовало росту населения мира в обоих полушариях, хотя болезни изначально вызвали резкое сокращение численности коренных народов Америки. Торговцы вернулись в Европу с кукурузой, картофелем и помидорами, которые стали очень важными культурами в Европе к XVIII веку. XIX век стал свидетелем появления глобализации, приближающейся к ее современной форме. Индустриализация позволила производить дешевые предметы домашнего обихода с использованием эффекта масштаба. Эффект масштаба – снижение затрат на единицу продукции при укрупнении производства, связаны с изменением стоимости единицы продукции в зависимости от масштаба ее производства в долгосрочном периоде, в то время как быстрый рост населения создал устойчивый спрос на сырьевые товары. Глобализация в этот период была решительно сформирована империализмом XIX века. После Первой и Второй опиумных войн, которые открыли Китай для внешней торговли, и завершения британского завоевания Индии, подавляющее население этих регионов стало готовыми потребителями европейского экспорта. Именно в этот период районы Африки к югу от Сахары и острова Тихого океана были включены в мировую систему. Тем временем завоевание европейцами некоторых частей земного шара, особенно Африки, дало ценные природные ресурсы, такие как каучук, алмазы и уголь, и способствовало развитию торговли и инвестиций между европейскими имперскими державами, их колониями и Соединенными Штатами. Житель Лондона мог заказать по телефону различные продукты со всей земли и разумно ожидать их скорейшей доставки к его порогу. Милитаризм и империализм расового и культурного соперничества были не более чем развлечениями, которые прочитывались в газете. Каким выдающимся эпизодом в экономическом прогрессе человечества была та эпоха, которая подошла к концу в августе 1914 года. Между глобализацией XIX и XX веков существуют существенные различия. Есть два основных момента, по которым можно увидеть различия. Одним из моментов является глобальная торговля, а также капитал, инвестиции и экономика. Мировая торговля в XX веке демонстрировала более высокую долю торговли в торговом производстве. Наблюдался рост торговли услугами и рост производства и торговли многонациональными фирмами. Производство товаров в XX веке в значительной степени сократилось по сравнению с уровнем, наблюдавшимся в XIX веке. Торговля услугами стала более важной в XX веке по сравнению с XIX веком. Последним моментом, который отличает мировую торговлю в XIX веке по сравнению с мировой торговлей в XX веке, является степень многонационального сотрудничества. В XX веке можно заметить качественный скачок в многонациональном сотрудничестве по сравнению с XIX веком. До начала XX века существовали только портфельные инвестиции. Портфельные инвестиции – инвестиции в ценные бумаги, формируемые в виде портфеля ценных бумаг. Портфельные инвестиции представляют собой пассивное владение ценными бумагами, например, акциями компаний, облигациями и прочее, и не предусматривают со стороны инвестора участие в оперативном управлении предприятием, выпустившим ценные бумаги. Но не было прямых инвестиций, связанных с торговлей или производством. Коммерческая интеграция улучшилась, барьеры, препятствующие торговле, стали ниже, а транспортные расходы сократились. Были подписаны многонациональные торговые договоры, контракты и соглашения, такие как Генеральное соглашение по тарифам и торговле ГАТТ, Международное соглашение, заключенное в 1947 году с целью восстановления экономики после Второй мировой войны, которое на протяжении почти 50 лет фактически выполняло функции международной организации, ныне Всемирная торговая организация, Североамериканское соглашение о свободной торговле, НАФТА, Соглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой. Соглашение НАФТА было подписано 17 декабря 1992 года и вступило в силу 1 января 1994 года. Оно заменило Канадско-американское соглашение о свободной торговле. Европейский Союз, Евросоюз, ЕС, экономическое и политическое объединение приняло активное участие в устранении тарифов между государствами-членами Всемирной торговой организации. С
1890 года и вплоть до Первой мировой войны нестабильность торговли была проблемной, но в послевоенный период в основном наблюдался экономический рост, который привел к стабильности. Страны должны были заботиться о своих собственных продуктах, они понимали, что иностранные товары не должны были уничтожить их отечественную продукцию, вызывая безработицу и, возможно, социальную нестабильность. Технологические изменения привели к снижению транспортных расходов. Сегодня для перевозки грузов между континентами требуется всего несколько часов, а не недели или даже месяцы, как в XIX веке. Первая фаза современной глобализации, в кавычках, начала разрушаться в начале XX века, и связано это было с Первой мировой войной. Сеть, в которой доминируют европейцы, выглядела так, что они взяли на себя роль мировых хранителей всеобщего закона и морали. Расистская и неравноправная практика также стала частью их практики в поиске материалов и ресурсов из других регионов мира. Рост мировой торговли до начала 1850 года, перед началом Первой мировой войны в 1914 году, был стимулом для создания баз для прямого управления на глобальном юге. Необходимость владеть ресурсными базами стала настоятельной. Писатель Йетс подверг критике финансовые силы глобализации как фактор создания Первой мировой войны. Глобализация, начавшаяся после Второй мировой войны, отчасти является результатом планирования политиками разрушения границ, препятствующих торговле. Их работа привела к Бреттон-Вудской конференции. Бреттон-Вудская конференция или официально валютно-финансовая конференция Объединенных Наций, международная конференция, состоявшаяся в июле 1944 года в США, штат Нью-Гэмпшир. Были оформлены соглашения между ведущими мировыми политиками о создании рамок для международной торговли и финансов, а также о создании нескольких международных институтов, предназначенных для наблюдения за процессами глобализации. Глобализация также была обусловлена глобальной экспансией транснациональных корпораций, базирующихся в Соединенных Штатах и Европе, и всемирным обменом новыми разработками в области науки, техники и продуктов. Причем, согласно британской энциклопедии, наиболее значительные изобретения того времени произошли в западном мире. Мировой экспорт западной культуры осуществлялся через новые средства массовой информации, кино, радио, телевидение, а также записанную музыку. Развитие и рост международного транспорта и телекоммуникаций сыграли решающую роль в современной глобализации. Большую роль сыграли такие учреждения, как Мировой Всемирный банк и Международный валютный фонд. Глобализации способствовали достижения в области технологий, которые снизили издержки торговли. В дальнейшем это привело к ряду соглашений об устранении ограничений на свободную торговлю. После Второй мировой войны барьеры для международной торговли были значительно снижены благодаря различным международным соглашениям. Думаю, на этом все. Всего доброго.